Всем привет, с вами Оля, вы на канале Шитие Мое, и сегодня мы с вами продолжаем простой крой. Но кроить я сегодня буду сразу на ткани. Кроить я сегодня буду брючки с умеренной свободой, без всякого расклешения, немножечко заужены к низу, талия на резинке. В общем, вот такие простые, обычные, спокойные брючки. У меня, кстати, очень интересная ткань, она такая, знаете, как под кожу, интересный принт. Ну, давно лежит у меня эта ткань, и сегодня я решила, что из этой ткани у меня будет костюм. Сегодня это будут брюки, позже это будет что-то типа блузона. Значит, эта ткань у меня, я не знаю точно, как она называется, написано было трикотаж, но очень похож на бифлекс, очень эластичный, то есть по ширине он эластичный, но так, я бы сказала, не очень, а в длину он достаточно такой прям пружинистый. Но, однако же, в любом случае я буду кроить их по долевой, так как они у меня по рисунку, да, то есть я не могу рисунок этот направить поперек. Но кроить я буду эти брючки как не из эластичной ткани. То есть вы можете взять любой штапель, софт, я не знаю, что угодно, лен, и можете повторять за мной. Итак, это у меня кромочка. Кромочка разная, обратите внимание. Одна такая, другая такая, поэтому одна шире, другая уже. Я ее не буду отрезать. Я буду кроить оттуда. Кстати, ширина ткани, сейчас скажу. Ну, здесь, если кромочку брать, вот так 75 сантиметров. Здесь еще 3 сантиметра может быть какой-то запас. Я буду кроить оттуда, чтобы мне было удобно. Верхний срез у меня здесь немножечко он неровный, поэтому я просто сейчас возьму вот так и прорисую прямую линию. Надеюсь, видно. Нет, не видно. Ничего не рисует. Вот, прорисовываю прямую линию, и от нее я уже буду начинать свой чертеж. И теперь от верхней линии я откладываю высоту сидения с прибавками, но в этом моменте мне придется учесть то, что ткань у меня эластичная именно в длину. Если я сейчас это не учту, у меня просто будет слишком низко, ну, прямо говоря, мотня, да, слишком будет болтаться. Если у вас ткань сухая, брючки планируются свободными, вы можете прибавить 4-5 сантиметров на свободу. Это плюс швы, плюс сюда шов и, конечно же, еще свобода. В крайнем случае, при примерке вы можете лишнее отрезать от линии талии, если вам вдруг не понравится. Я для такой ткани все-таки, наверное, прибавлю 3 сантиметра, возьму 29. У меня высота сидения 26, я прибавлю 3 сантиметра, возьму 29. И если вдруг при примерке мне покажется этого много, то срезать я вполне смогу, успею. То есть прорисовываю линию сидения. Теперь я уже буду ориентироваться от сгиба, потому что кромочка у меня не отрезана, не ровная, я боюсь ее отрезать, но на всякий случай оставлю. Значит, от сгиба по этой линии я откладываю 1/10 обхвата бедер. Но обхват бедер у меня 98, то есть я не буду откладывать 9,8, я округляю до 10. То же самое я откладываю по верхней линии, вот, 10 сантиметров. Эти точки я просто возьму вот так сейчас и соединю. Это, конечно, у нас будет временная линия, но я хочу, чтобы вам она была видна. Теперь от этой линии вот сюда я откладываю обхват бедер с прибавками, деленные на 2. Какие я буду делать здесь прибавки? Несмотря на то, что у меня ткань эластичная, но я все-таки хочу шить как не из эластичной ткани, да, чтобы у меня была все-таки вот эта умеренная свобода. Поэтому я прибавлю к обхвату бедер, я прибавлю 12 сантиметров. Здесь у меня будет и на швы, и на свободу. Учитывайте, что здесь у нас будет, грубо говоря, по 0,7 с каждой стороны. Опять же, грубо говоря, 1,5 сантиметра. И здесь будет 1,5 сантиметра. То есть 3 сантиметра из этих 12 у нас уйдет. Останется 9 на свободу. Вот так вот рассчитывайте. То есть хотите больше, сделайте больше. Хотите меньше, сделайте меньше. Но вы должны войти в одну... у меня тут как бы больше нет возможности, я должна войти в одну ширину. Значит, что я делаю? 98 сантиметров у меня обхват бедер. Я прибавлю 12, и как раз у меня получится ровный счет, то есть 110. Делю пополам, получаю 55. Значит, откладываю вот сюда
55 и молюсь, чтобы мне хватило. Да, хватит. Можно даже 56 взять. Вот, я беру 56. Сюда я откладываю тоже 56. Так, если 56, то у меня получается, сколько я сделала прибавку? 112 минус 98, я, получается, сделала прибавку 14 сантиметров. И это у меня будет прибавка, опять же, и на швы, и на свободу. Вот так. Я провожу линию, чтобы вам она была видна. Дальше от этой линии я откладываю 1/20 обхвата бедер. Вот она, 5 сантиметров. Опять же, я округляю, да, 5 сантиметров. Теперь я эту линию, то есть вот у меня 29 сантиметров, я приблизительно делю на 3, и получается, ну, 9 с хвостиком я делаю 10. Вот так откладываю сюда 10, откладываю сюда 10, приблизительно. Значит, смотрите, сюда, это у нас задняя половинка, по задней половинке по линии талии я откладываю 3 сантиметра. Я по линии талии по переду обычно для себя убираю тоже 1 сантиметр. Но это индивидуально для каждого. У меня есть все-таки как-никак небольшой, но есть животик, и я при этом не добавляю сюда, а все-таки убираю. Потому что обычно, если я делаю здесь ровно, или если я добавляю, я пробовала себе разные, по-разному шить, у меня вот здесь как будто бы собирается как мешок. Поэтому я стараюсь вот здесь себе сделать больше выемку, хотя я вот сюда отложила 5 сантиметров, 1/20, но приблизительно от этой точки я буду вот сюда делать еще углубляюсь, да, то есть смотрите, вот сюда я делаю вот такое вот углубление. Вот так я достаточно делаю глубокое углубление, скажем так, а отсюда я уже веду вот сюда, к этой точке. То есть сюда я откладываю, ну, 1-1,5 сантиметра, 1,2, но это я для себя. Вы же делаете эту линию прямой, оставляйте, когда будете сейчас вырезать. Если вы не знаете свою фигуру, да, вот эту линию первую вы оставьте прямой. При примерке всегда ее можно будет срезать. Сметали эту линию, сметали, то есть эти швы, срезы, сметали там, сметали шаговый срез и посмотрели, нужно ли вам убрать или не нужно вам убрать. Тут, в принципе, можно тоже сметать по линии талии и стянуть, когда примерять будете. Я убрала 1,2 примерно. Сюда я убираю 3. Но тоже это индивидуально для каждого. Ну, я думаю, что убирать в любом случае здесь нужно, но хотя бы, если у вас небольшая разница между обхватом талии и обхватом бедер, ну, допустим, 10-15 сантиметров, ну, отложили 1,5-2 сантиметра оттуда по линии талии. Ради бога. При примерке, опять же, все это можно исправить. Дальше, для таких брючек, вот сюда я откладываю 5 сантиметров и соединяю вот с этими 3 сантиметрами с точкой прямой линией. Я провожу прямую линию, а чтобы здесь получился, вот видите у меня где линия моя, да, здесь у меня тупой угол, чтобы здесь получился острый угол, вот эту вот линию я как бы корректирую. Я делаю ее вот сюда немножечко. Видите, вот этот 1 сантиметр я веду вниз. И вот эта часть у меня делится пополам практически. Но это индивидуально, то есть это уже будете корректировать при примерке. Это делаю я сейчас для своей неказистой фигуры, можно сказать. Ни в коем случае не повторяйте сейчас это за мной. То есть вы прорисовали вот первую линию, и она идет у вас вверх прямо, и уже отсюда на 3 сантиметра вы опускаетесь, или на 4, или на 5, это уже ваше дело по вашей фигуре. И опять же, я советую оставить сначала 3 сантиметра, вот так провести линию талии, а при примерке, когда вы наденете на себя сметанное изделие, вы поймете, что вот здесь у вас линия, когда на линии талии, и вот здесь у вас образуется мешок, и когда вы вот так приподнимаете и думаете, ага, так лучше, значит, нужно срезать. И вы уже смотрите, сколько срезать, 1-2 сантиметра, а кому-то нужно и 3 сантиметра. То есть я имею в виду не 5, а 6 вот здесь, да, в итоге. То есть вот эти моменты я вам проговариваю для того, чтобы вы понимали, что не может быть один и тот же крой, не может сесть идеально на разные фигуры. То
есть мы должны с вами это все корректировать. Если я уже знаю, что мне нужно здесь срезать, я срезаю заранее. Если мне нужно, то есть если я знаю, что вот так вот опускаюсь по линии талии 5 сантиметров, мне нужно опуститься, значит я опускаюсь заранее. Теперь мне нужно прорисовать вот этот вот уголочек. Вот она у меня идет линия. И я плавно просто вывожу вот сюда. То есть эта линия у меня как продолжение. И опять же, когда вы будете, то есть вы сейчас прорисовали вот эту линию. Я, кстати, сейчас скажу, здесь у меня 2,5 по диагонали, а здесь у меня ровно 5 по диагонали. Но эта линия для кого-то будет маловато. То есть эта линия может опускаться вот сюда, делать более такая, быть более такой глубокой, да, может быть еще. И вот этот момент уже тоже вы будете корректировать на себе. Вот, поэтому тоже здесь я советую не делать слишком низко, а сделайте умеренно, а потом уже будете корректировать на себе. В принципе, с верхом все. Здесь у меня будет свободно, здесь у меня будет резинка. И что касается низа, значит, вот так я измеряю полностью. У меня получается 71. И я по низу тоже делаю, откладываю 71, чтобы мне найти сетку, чтобы мне сделать правильное заужение к низу штанин. Вот, кстати, вот эта сетка может быть окончательная линия ширины штанин. Вполне. Если вы хотите прямые брюки к низу. Брюки с умеренным расклешением и к низу прямые. А я хочу сделать слегка зауженный. Вот я делаю сейчас так, как делала в своем построении на кальке. Я строила на кальке, показывала. Здесь я откладывала 6 сантиметров. Здесь я откладываю 8 сантиметров. То есть по спинке мы должны сделать немножечко больше. Вот эта линия должна быть. Я соединяю прямой линией вот эти точки. Точку заужения вот сюда с пахом. И сюда я тоже заужаю. То есть точку заужения, чтобы не потерять, продлю ее. Вот так. Провожу прямой. Теперь мне нужно обязательно измерить вот эту линию. Тут у меня, кстати, еще что касается низа, тоже он немножко неровный. Но все-таки вот тут вот у меня получается, вот она, второй срез. Вот так у меня будет, да? Вот я измеряю отсюда 70, ну пусть будет чуть ниже, вот так, 75 сантиметров. Вот, 75 сантиметров по косой вот сюда. Дальше здесь у меня тоже вот так и 75 сантиметров. То есть смотрите, нам нужно отложить, то есть измерить вот здесь от самой верхней линии до вот этих вот, где я отметила 75 сантиметров, у меня получается 104. Значит, отсюда я откладываю тоже 104. Ну, я так и, в принципе, отложила, да. И теперь я проверяю, чтобы вот эта линия у меня была 75 сантиметров. И именно от этой точки измеряю вверх. Потому что видите, что у меня получается? И вот я ее сейчас вот так занижаю. Вот она моя линия. Все, я сейчас прорисовываю по своей новой линии. Так, ну и мне нужно, конечно же, прорисовать линию низа. Раз уж я ее уже нашла, нужно ее полностью прорисовать. Так. И вырезаю я полностью свои брючины. И вот из этих выпадов, вот эта часть у меня тут немножко, я уже буду искать себе кусочки для пояса. Кстати, вот здесь мы можем с вами посмотреть, какая получается ширина одной брючины. От линии до линии у меня 58. Вот так я сейчас складываю сантиметровую ленту в кольцо 58 сантиметров. Вот такой ширины у меня будет брючина. Меня, в принципе, устраивает. Я имею в виду, здесь еще будет шов, заберется на, ну, допустим, пару сантиметров. И, в
вполне меня будет устраивать такая ширина. Вот получается, что я в одну ширину, мои 98 сантиметров вполне вошли. Вот такие вот кусочки вполне могут служить для кроя пояса. Там пояс, в принципе, не нужно большой, не нужен. Все, брючки мои, можно сказать, готовы. Сейчас я вырежу полоску ткани и сшиваю я этот шов, сшиваю этот шов, дальше разворачиваю, сшиваю вот так шаговый шов. То есть брючина, считай, моя готова, брючки. И пришиваю пояс, вставляю резинку. Ну и, естественно, подгибку делаю. Я уже не буду сейчас показывать этот процесс. Вот такие у меня получатся замечательные брючки. Я уже не буду показывать их сборку. Я в двух словах рассказала. Тут, в принципе, ничего такого сложного нет. Никакой интересной супер-пупер обработки я делать не буду. Из кусочков сейчас я выкрою, вырежу полоску ткани для пояса и сошью себе брючки. Кстати, шить я буду не сейчас, а чуть попозже. Не сегодня, по крайней мере. И, конечно же, изделие готовое я покажу на себе. Я покажу на себе уже готовый костюм. У меня будет полностью костюм. В следующей части я расскажу, возможно, раскрою прямо на ткани блузона. Легкого блузона, без всяких заморочек, без всяких прибамбасов. Возможно, даже не буду делать лацканы вот сюда. То есть я не хочу, чтобы был воротник, не хочу лацканы. Сделаю какую-нибудь простую горловину. Возможно, это будет круглая горловина с застежкой. Возможно, это будет V-образная горловина. В общем, я пока не знаю. Обычный легкий блузон с коротким рукавом, потому что ткани мало. Возможно, вот у меня кусочек есть, возможно, я сделаю кармашек какой-то, потому что, ну, я, когда иду с собакой гулять, да, я в такой вещи, в таком изделии могу гулять с собакой. Если я иду с собакой гулять, мне нужно хотя бы ключик положить с собой, поэтому кармашек мне в любом случае нужен, хотя бы маленький. Итак, на сегодня я с вами прощаюсь. Ждите следующее видео, будет интересно. На сегодня всем пока.